Давайте сегодня разберемся в одной из самых сложных и обсуждаемых тем в мире. Речь пойдет об уйгурах. Мы пройдемся по ключевым фактам, цифрам и, что самое главное, по тем противоречиям, которые и создают этот глобальный спор. Итак, кто же такие уйгуры? И почему их положение вдруг оказалось в центре внимания всего мира? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с самых основ, с простого и понятного, с демографии. Раздел 1. Народ и его численность. Чтобы понять масштаб происходящего, нам для начала нужно взглянуть на цифры. По официальным данным последней переписи, которая была в 2020 году, численность уйгуров в Китае составляет почти 12 миллионов человек. Важно понимать, что подавляющее большинство из них живет в одном регионе – Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны. И если посмотреть на официальную статистику за последние десятилетия, мы увидим очень четкую картину – стабильный рост. Вот смотрите, с 3,5 миллионов в 1953 году их число выросло более чем в 3 раза. Десятилетиями эта тенденция казалась абсолютно незыблемой. Но вот здесь и начинается самое сложное. Потому что в последние годы эта многолетняя тенденция роста резко, я бы даже сказал, драматически изменилась. Независимый анализ, основанный на официальной же китайской статистике, показывает просто ошеломляющее падение рождаемости. Только вдумайтесь в эти цифры. В регионах с преобладающим уйгурским населением, таких как Хотан и Кашгар, рождаемость упала на 60% всего за несколько лет. Это колоссальный обвал. Так в чем же дело? Откуда такой резкий спад? Исследователи, которые занимаются этим вопросом, говорят о целенаправленной и очень жесткой государственной политике по контролю рождаемости, которая применяется именно к уйгурскому населению. И вот этот момент вызвал настоящую бурю на мировой арене. Почему? Потому что, согласно Конвенции ООН о геноциде, насильственное предотвращение родов внутри определенной группы – это один из признаков этого страшнейшего преступления. Ставки в этих дебатах, как видите, поднялись до максимально возможного уровня. Все это подводит нас к самому ядру проблемы. Существуют две абсолютно разные взаимоисключающие версии того, что происходит в Синьцзяне. Смотрите, какой поразительный контраст. С одной стороны, официальная позиция Пекина. Все эти меры нужны для борьбы с терроризмом, для стабильности и экономического роста. А с другой — выводы Управления ООН по правам человека, где прямым текстом говорится о возможных преступлениях против человечности. И центральный элемент этих обвинений — это так называемые центры перевоспитания. По оценкам многих международных организаций, которые опираются на показания очевидцев и анализ спутниковых снимков, через эти учреждения прошло более 1 миллиона человек. Точно такой же раскол мы видим и в вопросе культурного наследия. Официальная версия «все защищается и сохраняется». Но независимые исследователи, опять же, с помощью спутниковых данных, фиксируют массовые повреждения или даже полное уничтожение тысяч мечетей и других культурных объектов. Но и неудивительно, что на фоне такого тотального расхождения в версиях и мировое сообщество тоже оказалось расколотым. С одной стороны, целый ряд стран, в основном западных. Их парламенты, как видите, приняли резолюции, осуждающие действия Китая. Некоторые пошли еще дальше и прямо назвали происходящее геноцидом. Но есть и другая, очень весомая группа. Более 60 стран, в основном из Африки, Азии и Ближнего Востока, публично поддержали позицию Китая в ООН. Их аргумент — это внутреннее дело страны и ее законное право на борьбу с терроризмом. Так что же мы имеем в итоге? Мы имеем дело с реальностью, которая оспаривается на самом фундаментальном уровне. По сути, одна и та же ситуация описывается двумя взаимоисключающими нарративами. Для одних это обеспечение безопасности и экономическое развитие, для других это преступление против человечности. И вот именно этот раскол и есть суть глобального спора об уйгурах. И все это оставляет нас с одним, но очень важным и сложным вопросом. Когда официальная позиция государства и огромный массив международных свидетельств настолько сильно противоречат друг другу, как в конечном итоге устанавливается правда? И кто напишет эту главу истории?